Перед тем, как начинать новый раздел, есть смысл подвести какой-то итог и напомнить все те законы, выражения, которые использовали в предыдущих разделах. В первую очередь это касается определения расстояния, времени и скорости. Мы знаем о том, что скорость равна расстоянию, деленное на время. Тогда скорость будет измеряться в метрах за секунду. Давайте напомним о том, что мы будем работать в системе СИ, где основные единицы будут метр, секунда и килограмм дальше. Кроме этого, еще вспомогательные единицы. Если мы говорим о том, что основная единица в системе СИ метры является, вспомогательные единицы будут и сантиметры, и миллиметры, и километры, дециметры, и так далее. Для того, чтобы решать некоторые задачи, иногда можно оставлять их в таких размерах, но иногда нужно просто проводить преобразование в основную единицу. То же самое с временем. Секунды, это может быть и минуты, часы, сутки и так далее. И тоже для того, чтобы некоторые задачи нужно будет решать, нужно будет проводить преобразование именно в эти основные единицы. Мы узнали, что такое ускорение. Ускорение – это изменение скорости за какое-то время. У нас скорость была одна, стала другая. Вот это конечная скорость, v конечная, минус v начальная скорость. Обозначает это как v нулевое делить на t. Вот t – это время, которое произошло от изменения v нулевого до v конечного. Отсюда сразу можно еще определить, что at равно v конечное минус v нулевое, v конечное равно v нулевое плюс at. В случае чего, если начальная скорость равна нулю, тогда v конечное сразу равно at. Теперь с точки зрения размерности. Смотрите, что получается. А равно скорость метра за секунду основных единиц, деленной на секунду. Поэтому ускорение измеряется в метрах за секунду в квадрате. Обращаю внимание на то, что эти размерности мы будем использовать точно так, как алгебраические величины, каждая из них может быть сокращена, либо преобразована, либо собрана где-то в другую величину. Кроме этого, есть еще понятие средней скорости. Если эта скорость просто мгновенная скорость в данное конкретное время, то средняя скорость – это весь путь разделить на все время. Общий путь, который прошло тело за время, которое было пройдено. Путь может быть разный по длине и разный по протяженности, а время тоже может быть разное. Может быть и движение в это время было, а может быть просто остановки. В любом случае, средняя скорость – это весь путь, деленный на все время. Мы остановились на том, что скорость, получается, имеет направление. Это векторная величина. Ускорение тоже, благодаря тому, что тут две векторных величины, тоже будет являться векторной величиной. Векторная величина. Обратите внимание, что ускорение, оно может быть определено как просто изменение скорости в величинах по модулю, как и по направлению. Если, например, скорость не меняется по величине, но меняется по направлению, то разность этих двух векторов тоже даст какое-то ускорение. Изменение скорости не только по модулю, но и по направлению. Если скорость была, например, двигалась равномерно в одном направлении, а потом поменялась, значит, действовало какое-то ускорение, которое поменяло эту скорость. Изменение скорости может быть не только в модуле, но и векторное значение. Поэтому для того, чтобы разобраться с векторами, можно просмотреть 0,01, 0,09, либо 0,03, 0,20. Это непосредственно работа с самими векторами. Каждый вектор – это, как мы говорим, направленный отрезок. Вектор имеет начало, имеет конец. Если вектор А, например, он имеет начало, имеет конец. И вектор Б, например, тоже имеет начало, имеет конец. Если мы хотим сложить эти вектора, А вектор плюс Б вектор, мы должны соединить конец вектора А с началом вектора Б. Тогда мы получаем результирующий вектор. Мы берем вектор А, конец его, начало вектор Б, прикладываем сюда Б, и результирующий вектор будет вот такой. От начала вектора А до конца вектора Б. Вектор С будет равен А векторно плюс b векторно равно c векторно. Обратите внимание, не всегда получается, что c равен по модулю. Он может быть меньше, чем модули двух этих значений. Именно вот такое направление. Если мы хотим отнять разницу векторов, если у нас есть вектор А, и мы хотим отнять от него вектор b, вот этот вектор b отнять, должны соединить их вместе при разнице а минус b. Мы соединяем вместе b, и вектор c будет равен разнице двух этих векторов. а минус b равно вектору c. Каждый из векторов можно разложить на составляющие. Если, например, есть система какая-то отсчета, и есть вектор, который находится в этой системе отсчета, это ось y x, мы можем проектировать эти значения ось y на ось x, составляющие вот на
направлении. Вектор А, вот это будет его проекция на ось X, это будет AX, этот будет AY. Мы можем сказать о том, что этот вектор можно заменить на два вот этих вектора, AY и AX. Если их просуммировать, мы получим вектор А. Дальше мы подошли к законам Ньютона. В системе Си мы еще раз говорим о том, что основные величины, которые используются измерения, это метр, секунда и килограмм. В системе Ньютона три закона. Первый, второй, третий, который определяет первый закон Ньютона: если на тело не действуют силы, либо равнодействующих все силы равно нулю, то оно сохраняет состояние покоя, либо равномерно прямолинейного движения. Второй закон Ньютона, что ускорение прямо пропорционально силе действующей, обратно пропорциональной массе. Третий закон Ньютона, что сила действия равна силе противодействия. Запишем это как А равно F делить на М. Закон Ньютона. Обратите внимание, что вот это А, оно вот равно вот этому А. Нельзя забывать о том, что эти разделы друг от друга независимы, не связаны каким-то образом. Сила, действующая на массу, это будет изменять, естественно, скорость ее за какое-то время. Кроме этого, еще существует так называемая сила всемирного тяготения, которую мы знаем о том, что F равно G коэффициент масса 1 умножить на массу 2 и делить на R квадрат. Расстояние между ними. Если, например, тело движется по какому-то кругу, то существует центробежная сила, которую мы определим как масса, делить на v квадрат на r, где v квадрат на r будет являться чем не иным, как вот ускорением. Кроме этого, введено понятие работы. Работа – это сила, действующая на каком-то расстоянии. Работа А равна сила, действующая на каком-то расстоянии. Сила и расстояние должны быть направлены в одном направлении. Если сила действует под каким-то углом, а расстояние перемещается под другим углом, тогда А будет равно F умножить на S умножить на косинус между ними, косинус альфа. Это как пример можно навести. Если перемещать какой-то брусок под каким-то направлением, тогда действующая сила, которая выполняет работу, это вот это, именно вот эта составляющая. Поэтому это F на косинус альфа. Расстояние так, а сила действующая вот F горизонтальная, это F вертикальная, это сила общая. F на косинус альфа будет вот этим горизонтальной составляющей, которая будет выполнять вот эту работу. Потому что вертикальная составляющая работу не выполняет. Она перпендикулярна к направлению движения. Кроме этого, введено еще понятие как потенциальная энергия. Это энергия тела. Если тело находится на какой-то высоте, h, масса, то есть имеет потенциальную энергию, которая равна mgh. В данном случае что выполняет работу? Работа выполняет земное тяготение. Реально получается, тело находилось здесь, станет здесь. Если оно перейдет с одного состояния сверху первого положения на второе, значит, она пройдет вот эту высоту h. Потенциальная энергия, о чем говорит? Потенциальная энергия, которая может быть использована кем-то. В данном случае это потенциальная энергия, которая определена именно земным тяготением. Нельзя сказать о том, что кроме того, что потенциальная энергия имеет вот такое значение, есть еще энергия кинетическая. Это энергия движения, это mv квадрат делить на 2. И мы всегда говорим о том, что в данном случае энергия никуда не девается, не меняется. По мере движения уменьшается потенциальная энергия, увеличивается кинетическая энергия. В конце своего пути, если тело достигает уже самого низкого значения, вся потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию. Поэтому мы можем сказать о том, что общая энергия V общая равна V потенциальной энергии плюс V кинетической энергии. Энергия никуда не девается, а переходит с одного вида в другой. Кроме этого, еще введено такое понятие, когда уже действует сила, понятие как центрение. Центрение – это если мы, например, движем тело весом P и действует сила F, если в центрении K равно F, деленное на P. Отсюда F равно КП. Да, кроме того, что изучили, вот, что собой представляет энергия, если мы подставляем сюда, забыли сказать, что в конечном итоге здесь введена новая единица Ньютон, исходя из вот этого значения, что F равно МА, можно сказать о том, что масса используется в килограммах, а используется в метрах за секунду в квадрате. И вот это значение обозначили как Ньютон. То есть 1 килограмм на 1 метр на 1 секунду в квадрате будет равно Ньютону. Сейчас мы имеем уже такое значение. Килограмм, метр, секунда и Ньютон. Но Ньютон является уже составляющей частью метра на секунду из этих трех величин. Теперь, что касается работы, работа тоже соответствующим образом определяется в чем? Джоуля. Сила в ньютонах умножить на расстояние. А – это сила Ньютона умножить на расстояние на метр. Мы получаем значение джоуль. Джоуль есть не что иное, как ньютон на метр. Можем записать джоуль – это ньютон умножить на метр. С другой стороны, ньютон – это килограмм на метр на секунду в квадрате и умножить на метр. Иногда нужно будет все это дело либо собрать в единицу вот эту, либо джоуль разложить для того, чтобы произвести какие-то сокращения. Но не будем забывать о том, что
что каждая из этих величин является составляющей величиной. Определим это сразу таким образом. Ньютон равно килограмм на метр на секунду в квадрате. Джоуль будет не что иное, как ньютон умножить на метр. Или равно, вот это значение можно сюда подставить. Килограмм на метр на секунду в квадрате умножить на метр. Работа, энергия определяется в джоуль. Еще в предыдущих задачах рассматривались задачи, которые связаны с жесткостью пружин, что сила, которая действует пружина, равна минус k умножить на L, где k – это коэффициент жесткости пружины. Измеряется ньютон делить на метр. Дальше рассматривали равновесие тела. Первый закон Ньютона говорит о том, что тело пребывает в равновесии тогда, когда сумма всех действующих сил равна нулю, либо вообще сила не действует. Но это редко бывает. Обычно какие-то силы действуют. Состояние равновесия тела всегда определяется суммой всех действующих сил, векторной суммой всех действующих сил, что она должна быть равна нулю. Все силы, если сложить векторно, они равны нулю, тогда это положение тела является либо состоянием покоя, либо равномерного прямолинейного движения по первому закону Ньютона. Кроме этого, еще необходимо учесть о том, что тело может вращаться, поэтому введено такое понятие, как момент силы. Если у нас есть тело, есть центр, относительно которого она может вращаться и действует какая-то сила, F, то моментом силы будет являться произведение силы умножить на плечо. Момент равен сила умножить на плечо, L. А вот плечо, что такое плечо? Плечо действующей силы относительно центра вращения – это наименьшее расстояние к направлению действия силы. Вот сила действует, а на плечо будет наименьшее расстояние. Меньшее расстояние это является перпендикуляром. Вот будет плечо. Если один момент действует и действует другой какой-то момент силы, вот эта сумма моментов произведения должна быть тоже равна нулю. Условие для тела, которое не должно вращаться, сумма действующих сил должна быть равна нулю. И сумма моментов сил, пишем это так, моментов сил тоже должна быть равна нулю. Для того, чтобы она находилась в состоянии по два условия. Первое условие – это сумма всех действующих сил равна нулю, и сумма моментов сил равна нулю. Рассматривали также блоки, которые очень часто используются в задачах. В частности, например, два вида блоков было рассмотрено. Один блок неподвижный, который непосредственно цепляется, другой блок подвижный, который является подвесным. Рассмотрены оба вот этих блока, их условия работы и их свойства. Если первый блок не меняет силы, то второй блок дает выигрыш силы. Это детально рассмотрено в файлах 004.015. Таким образом происходит именно использование этих блоков. Этот блок может, не меняя силы, но зато может менять направление именно натяжения. А этот блок всегда определяется как выигрышем в равной силе, но зато проигрывает в расстоянии. В следующем разделе вводится понятие давления. Приходим на рассмотрение использования жидкостей, газов, и любая жидкость, которая находится в каком-то сосуде, на какой-то высоте, она производит какие-то давления на стенки сосудов, на дно сосудов. Используем давление как P равно. Это сила, которая действует на площадь. P делить на S. Это будет измеряться к ньютон делить на метр квадрат. Сила в ньютонах, площадь в метрах квадрат. Ньютон на метр квадрат. Кроме этого, используем два опыта предыдущих физиков. Это Торричелли и Паскаля. Торричелли определил атмосферное давление. А Паскаль доказал о том, что газы и жидкости передают давление во все стороны одинаково. Если мы берем обычный какое-то непосредственно твердое вещество, то ли металл, то ли дерево, и давим на него, то оно давление передает только вниз. А если использовать, например, жидкость, поставить сюда поршень, производить давление, то давление будет передаваться не только вниз, но и на все поверхности этого сосуда. Именно вот эти свойства жидкости и газа, которые передают давление во все стороны одинаково, в дальнейшем очень часто будет использоваться. Давление, кстати, измеряется либо в ньютонах на метр квадратный, обычно это величина обозначает ньютон на метр квадратный, обозначает значение паскаль. Может быть, паскаль, мегапаскаль и так далее, но знаем о том, что паскаль – это давление ньютон на метр квадрат. Кроме этого, еще используется очень часто давление в миллиметрах ртутного столба, что касается опытов Торричелли. Но эти миллиметры ртутного столба можно преобразовать в ньютон на метр квадратный, либо преобразовать в паскаль. В дальнейших задачах будет рассматриваться, исходя из вот этих вот основных формул.